Вот наша кедровая полоса здесь. Белки скачут. Вот солнышко. Вот такое солнышко. У кого сегодня пасмурно, дарю вам вот такое яркое приморское солнце. Пусть у всех будет вот такое чистое, ясное небо. Снега на даче в этом году совсем мало. Прям совсем мало. Это вчера выпало немножко, а так... Смотрите, деревья, вот то, что я белила, еще побелка до сих пор сохраняется. Ну, пойдемте посмотрим, что там с грядками у нас. Укрытие роз все нормально держится, хотя у нас были сильные ветра. Ну, вот так грядки не сильно совсем покрыты снегом. Мало снега, конечно. Вот здесь у меня кедры выращиваются. Видите, между рядов наметает снег. В принципе, и сохраняет тепло. Вот здесь вот побольше у нас снега в крайних грядках. Здесь как раз у меня чеснок растет. Здесь клубника, здесь клубника. Вот так тщательно я засыпаю мульчей осенью, прям скошенной травой. Видите, она не замерзает. Вот сверху такое одеяло для растений. И на следующей весной я, смотря какие культуры я буду сажать. Лук и морковку я прям раздвигаю вот так вот мульчу и сею вот в эти междурядья. И меньше прорастает сорняков. Здесь у меня еще живые кедры. По-моему, 3 было. Да, вот 3-й. Пусть от снега, под снегом, чтобы их не на солнце, чтобы они не сгорели. Вот, посмотрим, что будет с них. Вообще очень сложно вырастить кедры. Это я прям закопала, чтобы ему корни не вымерзли. Вот. Вот грядки, о которых я рассказывала, где выращивают тыквы. Вот так они подготовлены уже к тому, чтобы в них засеять. Ну или посадить рассаду. Вот такие стоят. Конечно, весной придется проливать, если не будет снега. Если будет снежок, то хорошо. Ну, как-то так. Мы от скважины, получается, поливаем. У нас 1 марта включают свет и работает скважина. Но в теплице тепло сейчас, даже намного теплее. Вот так вот все у меня укрыто. Видите, кто спрашивал. Вот этот укрывной. Сейчас. У меня тут так закрывается. Теплице 7 лет. Вот этот укрывной здесь с самого начала. В некоторых местах он, да, дырочки дает. Но видите, как надолго его хватает. 7 лет спокойно мы пользуемся одним и тем же укрывным материалом. Хотя у нас в Приморском крае достаточно сильное солнце. Сильное. Все равно все нормально. В принципе, достаточно экономично. Зачем укрываю? Чтобы там подольше оставалась влага и проходили процессы всякие полезные, потому что у меня здесь также мульча, я ничего не убираю осенью, все оставляю здесь. 2 мешка, вот они, приготовлены для раннего посева. Ой, прям теплый, укрывной прям теплый. Для раннего посева огурцов. Огурцы так и росли. Я потом просто привезу сюда грунт готовый. Немножко насыплю грунта и посажу сюда рассаду огурцов. Ну, посмотрим, конечно, на какая будет у нас весна. Поздняя, не поздняя, на температуры. В прошлом году я делала это 1 апреля. Все у меня прекрасно получилось. Вот на эти полочки сюда кладу вот либо шифер, либо деревяшки. Сюда у меня становятся сетки из-под фруктов с дырочками такие, куда я высаживаю на ранний урожай кабачки. Ну, в принципе, как на ранний. Эти кабачки у меня дают до октября месяца
урожай. Там в торце у меня тоже грядка. Раньше ее не было, сейчас у мужа попросила, потому что мне мало места. Я томаты выращиваю и огурцы выращиваю только в теплице. На улице не выращиваю, потому что не вижу в этом экономического смысла. Фитофтора, от нее не спастись. Ну, очень большие риски. Вот, поэтому я распределяю все в этой теплице: перцы, помидоры и огурцы. Баклажаны выращиваю только на улице, они у меня хорошо получаются. Сажаю 5-6 растений, и у нас завались урожаем этих баклажан. Все буду рассказывать, как выращиваю. Что по поводу распределения? Значит, смотрите, иногда я натягиваю сетку вон там в торце и выращиваю там огурцы. У нас стоит капельный полив, о нем я тоже рассказывала. На зиму мы все отключаем, чтобы трубки эти не истлели здесь под влиянием солнца. В центре вот мне понравился опыт этого года. Я так делала. Я высаживала перец. Ну, или в этом году я буду высаживать детерминантные томаты. Знаете для чего? Чтобы вот эта вот центральная часть проветривалась и не зарастала высокими томатами. Очень хорошо получается. То есть зарастают только сбоку, а вот здесь получается, что низкие томаты, и хорошо проходит воздух, и как-то светлее получается намного в теплице. А с этой стороны я планирую посадить огурцы и перцы. В определенной последовательности все вам покажу. Я выращиваю обычно 3-4 кустика огурца. Нам этого вполне хватает. Перцев буду сажать побольше в этом году. И где-то 50 корней томатов. Все в одной теплице растет великолепно. Ну что, пойдемте еще прогуляемся. Посмотрим на нижний. Это у нас верхний участок. Как я говорила, здесь мы планируем строить летнюю кухню в следующем году с пиццепечкой. Печка для хлеба, для пиццы будет. Муж скоро уже начнет проект рисовать. Обязательно вам расскажу. Вот здесь 3 наши яблоньки, которые дают хорошие урожаи. Здесь опять же вот эта переносная грядка, пожалуйста, стоит себе. Можно сажать все что угодно. Но я, наверное, в этом году и не буду ее сажать. Оставила только для того, чтобы убрать с нее землю, потом перенести. Жимолости. Так, вот здесь у меня розочки хорошо укрыты. Все нормально. Здесь у нас газон. Вот такой большой газон. Здесь будет в этом году у меня фасоль. Купила фасоль хорошую, такую красивую. Прям все засажу. Здесь у меня будет розарий. Вот у меня уже 2 розы, которые друг на другу направлены. Они хорошо разрослись. Плетистые. Вот. Здесь тоже у меня роза. Вот. А здесь голубика. Я показывала, как ее сажали мы. 2 уже дают урожай в этом году. Посмотрим, как они перезимуют. Здесь у нас новые жимолости. Вот. И здесь ремонтантная малина, которую к зиме просто вырезаем, и все. И никаких забот. Вот наш домик. Это я тут натоптала. Но вот здесь, кстати, побольше снега, потому что здесь тенька побольше, тенек. Здесь у нас северный склон получается. И чем выше, тем больше там солнца. Здесь еще дом загораживает. Вот. Друзья, ну что, у нас сегодня вот такой небольшой обзорчик по нашей даче. Походили зимней. У нас в этом году погода очень странная. В декабре месяце были сильные морозы. Недели 2 стояли 20-30 градусов мороза было. Прям сложно было выйти с ветром причем. А последние... Сейчас сниму. Последнюю неделю, наоборот, очень тепло. Вот как раз после Нового года. Сегодня 0, +1, -1 в разных участках. Когда над морем едешь, -1. Я рассказывала, что море зимой у нас более холодное, так как оно замерзшее, и, соответственно, она дает нам более холодную температуру. Но зато, когда у нас
осень, она более затяжная, поскольку море нагревается и дольше отдает тепло материковой части. И, соответственно, у нас до октября месяца мы купаемся, потому что море теплое, хорошее, оно чистое, спокойное обычно. И вот это тепло уже без туманов, поскольку земля прогрета, а в июне туманы, потому что земля еще холодная, вернее, земля нагревается быстрее, а море еще холодное, и оно дает туманы у нам на материковую часть и более прохладную температуру влажную. Вот. А к сентябрю вообще бархатный сезон просто. Поэтому, если задумались приезжать в отпуск, то в сентябре это лучшее время, мне кажется. Ну, на даче все спокойно. Вот укрыта наша гортензия крупнолистная. Держится пока хорошо укрытие. Чистить. Так, вы меня спрашивали, чем я что удобряю. Вот мой арсенал. Тут зашла в этот сарай. Пользуюсь вообще очень давно органик микс. Вот видите, вот такая пачка. Она у меня стоит в теплице летом. Я подсыпаю своим огурчиком. Так как я выращиваю немного огурцов, там 4-5 растений, мне хватает этого пакета на несколько лет. Я, кстати, его сейчас заберу, потому что у меня 2 огурца дома растут. Ну, что у меня еще здесь? Вот янтарная кислота. Обязательно. Я рассказывала про нее, делала видео. Так, гамаир высыпался. Сейчас его обратно ставлю. Руки замерзшие. Так, ну, биотлин есть. Так, опять биотлин. Удобрение с гумидовыми кислотами. Вот такое. Я его сейчас тоже возьму себе, потому что мне нужно удобрять эустому. У меня взошла. Буду удобрять эустому. Ну, вот такими вот пользуют. Если вдруг у меня что-то, какие-то бактофит. Вообще люблю больше всего фитоверм. Он у меня в разных есть расфасовках. Есть в бутыльках. Есть вот такой вот. У меня было видео, если нужно, поставьте лайк вот этому моему посту. Я вам размещу, как фитоверм применять. Так, вот это забираю. Буду огурчики и эустому удобрять.